Меня зовут Андрей. Мне 34 года. Живу в старой панельке в Днепре, на окраине города. Дом этот построили еще, когда все были молодыми и полными надежд. А теперь облупившаяся краска на стенах, трещины в бетоне и подвал, который никто не трогает. Вчера после работы решил наконец разобрать этот подвал. Там лет 20 ничего не трогали после смерти родителей. Я просто запер дверь и забыл. Но вчера что-то толкнуло. Вдруг нашел там старые фотографии, инструменты отца и что-то полезное. Спустился вниз по скрипучей лестнице. Пыль в воздухе. Паутина свисает с потолка, как паутина воспоминаний. Старые банки с огурцами, которые еще мама закрывала летом, теперь покрыты слоем грязи. И в углу, за кучей коробок одна, потрепанная с надписью «Видео». Открыл ее внутри кучка старых видеокассет, запыленных с пожелтевшими этикетками. Одна из них привлекла взгляд. Маркером криво написано «Не смотри». 8 февраля 2026 год. Странно, правда? Дата сегодняшняя. Кто мог это написать? Решил из любопытства включить. У меня в подвале еще стоял старый видик, который отец не выбросил. Подключил его к розетке, вставил кассету, экран зашумел. Сначала ничего, просто черный экран с помехами, как старый телевизор в полночь. Потом появился я в подвале. Сижу на том же стуле, где сейчас сижу, и рассказываю это. Камера на штативе, угол съемки, словно кто-то поставил ее специально. Я на записи смотрю прямо в объектив и говорю: «Если ты это видишь, значит уже поздно». Я замер, как в кошмаре. Потому что это был мой голос, мой. Но я же не снимал себя вчера. Я даже не был в подвале вчера. Кто это сделал? Я перемотал кассету назад, дата съемки. Вчерашний вечер. Но я был дома один, смотрел телевизор. На записи я встал, подошел к камере ближе. Сказал: «Оно уже внутри. Оно знает, что ты включишь эту кассету». Потом я улыбнулся. Но улыбка была не моя. Она растянулась слишком широко, как у кого-то, кто не умеет улыбаться по-человечески. Глаза стали черными, как бездонные ямы. Я выключил видик. Руки тряслись, как после удара электричеством. Подумал: глюк, подделка. Может, кто-то из соседей подшутил, подкинул кассету. Но кассета лежала на полу, а я ее не трогал. Я поднял ее, этикетка была свежей, маркер еще не высох. Сегодня утром проснулся от странного ощущения. На шее черные вены, как паутина под кожей. Сначала подумал: аллергия или укус насекомого. Посмотрел в зеркало. Глаза. Они стали темнее. Зрачки расширились, как у наркомана. Я вспомнил запись. Руки задрожали снова. Я включил запись снова. Там уже другая сцена. Я сижу на стуле и смотрю на себя. Настоящего. И говорю: ты уже начал меняться. Камера была включена. Я не включал ее. Кто-то или что-то снимало меня, пока я спал. Я перемотал дальше на записи, я встаю, подхожу к зеркалу, и вены на шее пульсируют, растут. Я пытаюсь выключить видик, он не выключается. На экране я встаю, подхожу к двери подвала, открываю ее, скрип двери и иду наверх. К себе в квартиру. Я смотрю на записи, слышу свои шаги в коридоре. Это происходит прямо сейчас. Я слышу их. Снаружи. А я сейчас сижу здесь и рассказываю это. Значит, это происходит прямо сейчас. Я слышу шаги. Снизу. По лестнице. Они идут ко мне. Они приближаются. Да. Они идут. Они идут. Дверь скрипит. Я вижу тень под дверью. Она останавливается. Камера все еще пишет. Я вижу себя на экране.
Я улыбаюсь, но это не я. Глаза черные, Брей. Вены по всему лицу. Я пишу это, а пальцы уже не слушаются. Они холодные, как лед. Кожа трескается. Если ты это слушаешь, не ищи эту кассету. Не спускайся в подвал. Оно уже знает, что ты здесь. Оно уже идет к тебе. Оно уже у твоей двери. Слушай. Я уже не человек. Если вы дослушали до конца и вам понравилась история, заходите в наш шортс. Там есть короткий видеоряд этой истории под названием «Я уже не человек». Всем спасибо за прослушивание и активность. Берегите себя.